Сегодня мы приготовим супчик из тыквы. Это быстро, полезно и очень вкусно. Для начала берем тыквочку или кусочек тыквы, который у вас есть, очищаем хорошенько изнутри и кожуру. Для того, чтобы очистить, нужно порезать на кусочки. Готовим овощи, которые у нас есть для овощного бульона: лук, картошку, морковку. Все очищаем, быстренько промываем. На 2,5-литровую кастрюльку можно взять одну большую морковку, 2 луковицы и 2 картошинки. Все это бросаем в кипящую воду и оставляем минут на 20 закипеть, чтобы получить хороший бульон. Нарезку овощей не обязательно производить очень мелко. Достаточно таких кусочков, чтобы они недолго варились, но дали нам сок. Мы солим, бросаем 1 лавровый листочек, перчим немного. Сюда же можно добавить зелень, взять стебелечки от зелени, которую мы потом используем для окончательного оформления супа, и бросить сюда же в бульон. Пока наши овощи провариваются, мы нарезаем помельче тыквочку, чтобы она хорошо заполнила нашу кастрюльку и удобно было ее положить. Вот такими немаленькими кусочками. И загружаем минут через 20 после проварки овощей в эту же воду, которая впоследствии станет нашим супом. Здесь же можно еще немножко присолить, поперчить, чтобы тыквочка проварилась быстрее. Она довольно-таки быстро приготовится. Обычно это занимает 10 минут. Можно проверить, насколько она мягкая. И затем мы с помощью блендера превращаем наш суп в суп-пюре. Суп можно уже употреблять в таком виде, если вы сверху добавите сливки. Но я положила сливки прямо в кастрюльку и размешала это все. Затем взяла сыр. Это тоже не обязательный ингредиент, но потерла его на терочке и забросила в суп, который придает особый вкус супу. Зелень, если вы не будете ее кипятить, лучше посыпать зеленью, когда вы уже наливаете суп в тарелку. Но также можно, если вы будете еще разочек кипятить, бросить ее в кастрюльку. Я сделала сочетание. Вот наш супчик готов. Не прошло и полчаса, как вы можете пообедать и угостить кого-то приятным, полезным и здоровым супчиком. Приятного всем аппетита! Подписывайтесь на мой канал, если вы любите вкусную еду, но не любите проводить много времени на кухне. Успехов!